Намасте, друзья! Привет с базового лагеря. Подготовил для вас сводку последних новостей. Здесь интернет очень медленный в базовом лагере, стоит $75 за 2 гигабайта, тоже очень дорогой. И поэтому это видео я постараюсь сделать таким не сильно растянутым, коротким. И постараюсь сегодня же загрузить, если у меня это получится. Итак, не буду лить воду. 10.05 мы вернулись в базовый лагерь после отдыха внизу, в Дингбоче, в Намче-Базаре. Переночевали один день и в ночь с 11 на 12 выдвинулись во второй лагерь в надежде поймать погодное окно. Напомню, что в прошлом видео, кто не видел по сводке новостей, я говорил, что погодное окно намечалось 14, 15, 16 числа. И в эти даты мы планировали наш Summit Day. Но чем ближе к дате штурма, тем погода была хуже, а именно были очень сильные ветра. Поэтому, когда мы поднялись во второй лагерь, надежды у нас было немного, но все-таки сидеть там лишних 10 дней в базлаге никуда не ходя мы не хотели. Даже просто подняться во второй лагерь и сделать ротейшн, это для нас было бы полезно для акклиматизации. Поэтому мы поднялись. Переход через Кумбу в первый лагерь оказался намного легче. С базы в первый мы поднялись за 5 часов, примерно в 7 с чем-то утра были в первом, выпили чая и продолжили путь во второй лагерь. По пути вышло солнце, и, конечно, в долине безмолвия нас просто расплавило. Очень вымотанные пришли во второй лагерь. Ну, это было все еще утро, в 9-10 утра. Попробовал полежать в палатке 1,5 часа, но как-то ее не накрывай спальником, там все равно было очень жарко, и состояние такое какое-то полуобморочное. Потом я встал, начал ходить, заниматься какими-то делами, общаться с шерпами о погоде, и как-то полегчало. Но, тем не менее, что по погоде? По погоде на 13 число передавали еще нормальную, а с 14 уже сильные ветра, 50-60 км в час. Поэтому у нас был вариант с Эверестом, вообще не было вариантов. Тут надо было 100% спускаться вниз. С Ходзе нам же предложили вариант пойти в ночь с 12 на 13 в третий лагерь на 7100. И прямо ночью 13 штурмовать с третьего лагеря с высоты 7100 на 8500. Перепад 1400 метров. Это очень много, очень тяжело. Я сразу решил, что не буду даже пробовать такую попытку. А Дима решил попробовать, но он поднялся к третьему лагерю, там его уже встретили сильнейшие ветра. И в тот же день он спустился во второй лагерь, и на следующий день после нас спустился в базу. Мы уже в базе сидим третий день, делать тут особо нечего. Смотрим фильмы. Надо быть огромные кучи, на которых ты будешь прокармливаться. Какая-то целеустремленная крыса. А ты можешь устремиться немного? Иногда играем в карты, стираемся, принимаем душ. Ну, стараемся как-то отдохнуть, но есть какое-то моральное напряжение, потому что все ждут погодного окна. Оно все переносится. Вот есть погодное окно ближайшее на 20-21, и первоначально мы планировали именно идти на него. Ветра в этот день, но оно ухудшилось. Сначала оно было лучше, а вот сейчас по нынешних прогнозах погоды оно тоже не очень хорошее. В ночь с 20 на 21 ветра в среднем до 40 км в час. Это много. Это, ну так, на грани, неприятно. Скорее всего, при таком ветре может кто-то не зайдет, кто-то может получить обморожение. Если ты будешь невнимательно относиться к своим рукам, то обморожение можно получить очень быстро. Поэтому мы не знаем еще точно, сидим вот такие на иголках, смотрим, сверяем прогнозы погоды постоянно. И есть еще второе погодное окно, которое было в начале 24-25 мая, сейчас уже перенеслось где-то на 26-27 мая. Там вот передают вообще безветренную погоду. И вот сейчас с одной стороны уже хочется сходить на гору, устали сидеть, уже терпение тоже заканчивается, хотя вот лишних пару дней потерпеть на фоне XP это немного. Вот, хочется сходить побыстрее, но тем не менее идти 20-21 я не знаю. Если прогноз не улучшится, то мы, наверное, будем сидеть и ждать погодного окна где-то 26 мая. Такие вот дела у нас. Будем ли мы спускаться вниз, тоже пока неизвестно. Мы все еще надеемся на первое погодное окно, поэтому не спускаемся, ждем прогнозов.
возможно, не успеем спуститься, чтобы отдохнуть нормально ко второму. Но ничего страшного, в базовом лагере тоже весьма комфортно. По общему положению дел. На данный момент, по нашим прикидкам, как я общался с шерпами, на Эверест сходило уже где-то 150 человек, плюс-минус, может даже чуть больше. Кто-то говорит 120, кто-то 150, кто-то 190. Напомню, что всего выдано пермитов 408 было. Так вот, 150 плюс-минус сходило, и по моим таким прикидкам, процентов 20 уже отказались от восхождения даже без попытки штурма. Кто-то из-за коронавируса. Есть целые экспедиции, которые свернулись, потому что у них там поболели все шерпы, замены не было. И ну, вот несколько таких экспедиций есть. Есть просто одинокие участники, которые, или не одинокие, а там по несколько участников, которые уехали с базлага, решив, что Эверест это не для них. То есть я думаю, что где-то процентов 15-20, скорее всего, просто отказались от попытки штурма. И то есть в среднем остается где-то 200, около 200 человек, которые будут штурмовать Эверест вот в эти погодные окна. Есть команды, которые вышли сегодня ночью на штурм, ну точнее вот в прошлую ночь. Я, честно говоря, не сильно понимаю, на что они рассчитывают, потому что ветра весьма сильные, 50-70 км в час минимум передают в ближайшие дни. Но будем смотреть. Так что по поводу пробок посмотрим. Если люди растянутся на два погодных окна, 21, 22 или 20, 21 и 26, 27, я не думаю, что будут большие пробки, скорее всего будут меньше, чем обычно. Если же будет одно погодное окно, тогда, конечно, пробки будут. К сожалению, не обошлось и без трагедий в этом году. На спуске с вершины 13 мая погибло двое восходителей. Это швейцарец Абдул Вараич, 40-летний, и Пувей Лю, американец, 55-летний. Об их плохом состоянии было известно, ну, нам шерпы даже рассказали, наверное, за несколько часов до гибели, что ребята ставили силы, полное истощение. Им навстречу были отправлено несколько шерпов с кислородом, дополнительными едой, но, к сожалению, спасти не получилось. Один погиб где-то на высоте 8600 возле южной вершины, второй же спустился на 7900 в 4-й лагерь, но все равно силы его там покинули. К еще большему сожалению, я думаю, что это не последние смерти на Эвересте в этом году. По статистике около 10 человек каждый год забирает гора. И вот будем ждать, смотреть следующие даты штурма, вот когда будут больше всего восходителей выходить. Надеюсь, что этот год будет исключением и всего двое будут погибших. Но статистика говорит иное. В общем, будем смотреть, мы будем стараться делать все максимально аккуратно, потому что не хочется идти на Эверест, Лхотзе, сходить на вершину, даже безопасно спуститься, но тем не менее вернуться, допустим, с помороженными там руками и пальцами. Хочется сходить целым и невредимым, поэтому будем набираться терпения и выжидать погодное окно. Вам же спасибо, что смотрите, что пишете комментарии. Я даже если на них не отвечаю, потому что сейчас интернет плохой, но иногда они подгружаются, я почитываю, и это очень приятно. Все, друзья, на связи и до скорого. Пока.